Расскажу о самом интересном качестве Каи. Дамилола рассказал об этом так. Я сам выставил ее существо на максимум, никто меня не заставлял. А вот что рассказал консультант по куклам об этом качестве. В первом приближении можно сказать так. Это иррациональное вроде бы поведение женщины, как правило, молодой и красивой. Самое главное в таком поведении – его оскорбительная иррациональность. Женщине ничего не стоит вести себя по-человечески там, где она создает мужчине максимум неприятных переживаний. Больше того, это чаще всего не требует от нее усилий. Наоборот, серьезные усилия нужно прилагать, чтобы быть сукой. Чтобы поднятая муть сделала невидимыми те фундаментальные истины о ее роли в мужской судьбе. Скрыть их помогает сильные психологические и эмоциональные перегрузки, которым она подвергает своего партнера любыми способами, стремясь лишить его ясности восприятия. Иногда она превозносит достоинство символического соперника, иногда молчит, позволяя хозяину делать выводы лично. Этот прием действует на большинство мужчин самым разрушительным образом. Как это проявилось у Каи? Во-первых, сказала она, я хочу, чтобы мне иногда можно было выходить из дома. Отключи пространственную блокировку. Во-вторых, спросила я мрачно, не ставь меня на паузу. В-третьих, я хочу познакомиться с гримом. Так, вот для чего ей нужна одежда. Она собиралась начать на моих глазах флирт с гримом, чтобы еще сильнее надавить на мое израненное сердце. Когда я осознала это, мне показалось, что у меня внутри тихо хрустнула какая-то нежная стеклянная деталька. Вот такая сущность. Когда девушка понимает, что партнер зависит от нее, она начинает там давить на такие именно слабые точки, что вот если ты это не сделаешь, то я сделаю так. Если не будет так, как я хочу, я сделаю так. Я считаю, что у многих девушек такое есть. Но мое мнение, что иногда девушки проявляют сущность, сами того не хотя. У меня такого не было, чтобы я делала специально. Но у меня было такое, что я делала это сама того не хотя, и только потом это осознавала. А мне было очень много раз стыдно. За последние 3 месяца мне было, наверное, раз 30 стыдно минимум. Но я хотя бы в последнее время только начала понимать, потому что вначале я вообще не понимала. По поводу Каи не знаю, по поводу самой себя, я думала вначале, что я сама права, потом только начала понимать, что это не я, это у меня вот эта именно девочка, это я из детства. Я выбрала мужчину, и я всю обиду выплескиваю на его. Я никогда никого не хочу держать в стрессе, потому что я считаю, что кто я такая, чтобы мужиков держать в стрессе, в том плане, что мы свободные. И для чего в стрессе держать, чтобы он был именно со мной. Меня в отношениях в стрессе никогда не держали, потому что я никогда не позволю такого отношения к себе. Поэтому никогда такого не было. Я никогда не издевалась над мужчинами, которые хотели со мной отношений, потому что я уважаю мужчину, и для меня это табу издеваться над мужчинами, над его чувствами.